Во второй части нашего видеообзора, посвященного колонке Signature S55, мы узнаем, как устроена колонка. Сейчас я ее разберу, и мы посмотрим, что внутри находится, как она устроена, какое качество сборки, какие стоят драйвера внутри, какой кроссовер. А для любителей измерений и анализа графиков будет еще третья часть. Для того, чтобы попасть вовнутрь, посмотреть, что находится внутри, сначала надо открутить антидифракционную накладку, крепит ее 6 саморезов. Ну а дальше посмотрим, как крепятся динамики, и будем принимать решение, что делать дальше. Накладочку я открутил. Снимается она, честно говоря, так сказать, боязно. Вот крепится еще дополнительно на 5 точках пластиковые вот такие вот штыречки. Значит, что можно сказать? Сидит она, конечно, просто намертво, очень плотно. Снизу вот идет прокладочка резиновая, с боков тоже здесь прокладочка. В общем-то, все очень так хорошо. Значит, твиттер имеет дополнительную вот здесь прокладочка, она одевается вот снизу. Вот так вот ставится прокладочка, да? С этой стороны покажу. То есть дополнительно еще развязывает твиттер и вот эту вот панельку. Значит, как крепятся динамики? Значит, решеточку пока убираю. Значит, твиттер крепится вот такими саморезиками с плоской головочкой. Причем тоже динамик сидит намертво. Сейчас я уже открутил все, да, саморезы. Но вот сидит просто намертво. Вот подковырять, как-то вот его вынуть вот сверху, ну никак нельзя. И с круглой головкой, соответственно, вот такие вот саморезы крепят 2 драйвера. Значит, внешне вроде бы они одинаковые, но надо все это проверить, конечно, на станции. Внешний вид может быть обманчив. Его тоже невозможно практически удалить. Видите, вот диаметр динамика и отверстия, ну, они просто один в один. Демонтаж можно делать только снизу. Здесь маленькое есть расстояние, небольшое. Можно подцепить динамик, удалить его, потом уже, соответственно, можно подлезть. Снять аккуратно, видите, плотно очень второй динамик, да, и после этого уже открывается доступ до твиттера, тоже аккуратненько, вот, очень плотно, все, вот так он демонтирован. Собственно говоря, демонтаж на этом, да, вот закончили. Следующий этап, будем смотреть, как устроена колонка изнутри. Переходим теперь к рассмотрению, как сделан корпус. Первая важная деталь, которая на себя обращает внимание, это качество МДФ. Когда качество МДФ, то после завертывания и вывертывания саморезов здесь нет, во-первых, вспучивания, видно, что плотность высокая, то есть никаких дефектов нет с одной и с другой стороны. Сколов, соответственно, тоже нет, да? Толщина панели составляет 18 мм, фронтальная панель, боковая тоже 18 мм, то есть где-то получается 2/3, да, дюйма. Внутренние перегородочки чуть-чуть потоньше, порядка 15 мм. Внутри задемпфировано, я бы сказал, не очень сильное демпфирование, то есть, наверное, все-таки, я думаю, очень серьезно думали инженеры, потому что излишнее демпфирование начинает убивать звук. Поэтому, наверное, вот положили ровно столько, сколько надо. Проклеено все очень хорошо, все швы проклеены. Ну и я думаю, сейчас мы все посмотрим внутри. Я постараюсь показать, как устроена колонка изнутри. А это вид уже снизу со стороны Power порта. Значит, что здесь мы видим? Снизу, да, вот этот обратный такой вот конус, рассекатель. Значит, труба фазоинвертора на выходе имеет закругление, то есть тоже для того, чтобы уменьшить турбулентность, шум.
Порт очень широкий, ширина составляет 5 сантиметров. Ну и вот длина окошек где-то по 13 сантиметров. То есть площадь фазоинвертора очень и очень большая. Снизу колонки расположены 4 серебристые ножки. И в качестве вот такой вот демпфирующей прокладочки установлены резиновые накладки. А теперь давайте попробуем посмотреть, вот насколько это удастся, что находится внутри колонки. Значит, вот мы видим перегородочка, это самая верхняя перегородка. Она, в принципе, отделяет среднечастотный, низкочастотный динамик и твиттер. Это как бы первая часть камеры, да? Вот видим верх колонки. Слева и справа демпфирующие синтепоновые прокладки. Это вот место для установки твиттера. Теперь попробуем поехать в обратную сторону. Так. А теперь вот вид сверху вниз. Это вот место для твиттера, перегородочка. Да, вот там в глубине удастся увидеть еще одна перегородочка. Вот последняя неизведанная часть колонки вот осталась, которую можно рассмотреть через порт. Вот там вдали видно последняя нижняя вот перегородочка. Хорошо, там проклеен, не знаю, видно или нет. И по центру расположена труба фазоинвертора вот с таким кольцом. Вот для чего оно, я не могу себе приложить до ума, потому что оно просто вклеено. И все, то есть стенок оно не касается, вот просто висит как шляпа сверху, и все, да. Труба очень прочная. И, собственно говоря, вот на этом, наверное, по конструкции все. Дальше будем переходить уже к драйверам. В рамках средней бюджетной линейки конструкция драйверов просто поражает мощной магнитной системой. Явный намек на то, что здесь все должно быть хорошо. Рассмотрим детально драйвера, начиная с твиттера. Твиттер не просто так имеет надпись на фланце корпуса American Hi-Fi. Для того, чтобы правильно и точно передать звучание инструментов и голоса, необходим твиттер с очень быстрым откликом. Прежде всего это относится при воспроизведении записи с высоким разрешением. Успех к решению поставленной задачи лежит в решении 3 проблем. Масса подвижной части драйвера должна быть очень низкой, а жесткость купола и внутреннее демпфирование высоким. Материал для купола выбран синтетический полимерный материал терилен, или известный под другим названием лавсан. Терилен обладает необходимыми свойствами. С одной стороны, это прочный легкий материал, с другой стороны, терилен имеет внутреннюю структуру, напоминающую ткань, что способствует хорошему внутреннему демпфированию. Перед изготовлением купола терилен проходит специальную обработку. Дальнейшее снижение массы подвижной системы возможно только за счет уменьшения массы звуковой катушки, а это уменьшение толщины провода и уменьшение высоты звуковой катушки. Понятно, что появляется новая проблема – охлаждение звуковой катушки. Звуковая катушка может нагреваться до температуры выше 150 градусов Цельсия, а на высоких частотах температура звуковой катушки имеет решающее значение. Для охлаждения звуковой катушки используется коллоидно-магнитная жидкость, то есть размеры магнитных частиц очень малы. Коллоидно-магнитная жидкость и настроенная задняя камера с демпфером из пены значительно снижает основной резонанс и уменьшает помехи обратной волны, что в свою очередь приводит к снижению искажений. Многие люди думают, что звучание низких, средних и высоких частот передается разными электрическими сигналами. На самом деле звук музыки в звуковой колонке передается одним модулированным электрическим сигналом. На слайдах видно, как сильно изменяется электрический сигнал в зависимости от частоты дискретизации и разрядности. На примере один и тот же фрагмент музыки с разрешением 24 бита 192 кГц и 16 бит 44 кГц. Очевидно, что в формате 16 бит 44 кГц теряется значительная часть звуковой информации. Речь идет только о слышимом диапазоне частот до 20 тысяч Гц.
Концепция динамического баланса не оставила инженерам Пол Кауди никаких шансов на эксперименты с двумя разными динамиками для низкочастотного и среднечастотного диапазона. Два абсолютно одинаковых драйвера специально разработали для Signature. Они одинаково хорошо работают как в низкочастотном, так и в среднечастотном диапазоне. Металлическая корзина, мощная магнитная система с двумя магнитами, как правило, используется в акустических системах высокого ценового диапазона. В нижней части корзины есть окошки, они решают сразу две задачи. Первая – это вентиляция звуковой катушки, следовательно, звуковая катушка хорошо охлаждается. И во-вторых, предотвращает компрессию под спайдером, что приводит к снижению искажений. Кстати, увеличенная высота корзины усиливает жесткость корзины и помогает предотвратить компрессию под центрирующей шайбой. Фирменный диффузор изготовлен из полипропилена. Полипропилен имеет отличное внутреннее демпфирование, а слюда в структуре полипропилена делает диффузор жестким. Плоский пылезащитный колпачок еще больше увеличивает жесткость диффузора. Длинноходная звуковая катушка четырехслойная, а эластичный подвес изготовлен из бутиловой резины. Особое внимание хочу уделить спайдеру. От материала, из которого он изготовлен, качество изготовления зависит, насколько долго будет работать драйвер, как долго параметры драйвера будут стабильными. За время своей работы спайдер совершает миллионы колебаний, при этом его свойства должны быть неизменны. Центрирующая шайба изготовлена на основе материала волокон Конекс. Это уникальный материал сохраняет стабильность при очень высокой температуре. У Конекс отсутствует понятие «плывут параметры». Обычно это происходит, когда под воздействием высокой температуры центрирующая шайба размягчается, параметры драйвера сильно изменяются и, соответственно, драйвер быстро выходит из строя. Терминалы колонок имеют позолоченные контакты. Можно подключить колонки как биампинг, так и биваринг. Можно подключить кабель с разъемом лопатки, с разъемом типа банан или же обычным кабелем, то есть никаких проблем с подключением нет. Кроссовер Signature S55 полностью соответствует требованиям динамического баланса, а это минимальное искажение и минимальное количество компонентов. Кроссовер расположен прямо на терминале сзади. Кроссовер для такой колонки достаточно необычный. То есть два мидвуфера имеет кроссовер первого порядка и твиттер второго порядка. То есть, по сути дела, концепция кроссовера – это чистый хай-энд. Для того, чтобы сделать такой кроссовер, конечно, нужно иметь очень качественные динамики. Многие производители стараются скрыть дефекты динамиков именно кроссовером, вырезая что-то, где-то поднимая и опуская. Короче говоря, кроссовер здесь, можно сказать, это высший пилотаж.